В этом видео вы узнаете, как в горах оказались морские ракушки и где на самом деле произошел библейский Великий потоп. Интересно? Начинаем! Первая часть серии «Ученые ошибались» вам понравилась, а потому я решил выложить вторую часть немного раньше графика. И сегодня мы рассмотрим теорию всемирного Великого потопа. Если в полую землю ученые не очень-то и верили, несмотря на поддержку Декарта и Галлея, то реальность всемирного потопа в 17-19 веках сомнений не вызывало. Ученые тех лет уделяли внимание причинам и обстоятельствам потопа. Работы в этой области продолжаются и по сей день учеными-креационистами и научными фриками. Они изучают мифические события с таким же увлечением, с каким британские ученые ставят Галлуму диагноз по фотографии. Но между старыми и новыми исследованиями потопа есть принципиальная разница. В отличие от современных креационистов, ученые XVIII века рассматривали всемирный потоп не как гипотезу, которую нужно проверить, а как бесспорный факт. А факты наука призвана объяснять рационально. Ученые не считали, что речь идет о нарушающем законы физики чуде. Чудеса происходят мгновенно. Вода же, согласно Писанию, пребывала в течение долгого времени. Значит, Господь не обрушил ее на землю разом, а лишь запустил некий физический механизм. Изучение потопа имело огромное значение для тогдашней науки. В то время считалось, что Земле лишь несколько тысяч лет. За такое время извержение вулканов, эрозия и прочие процессы не успели бы серьезно повлиять на облик планеты. А значит, за все шрамы на лице Земли, все осадочные формации, появление которых нельзя было объяснить воздействием стихий, нес ответственность только потоп. С самого начала потоповедение раскололось на два конкурирующих течения. Часть ученых, ссылаясь на Библию, где говорится о чудовищном ливне, полагала, что источником затопившей землю воды была атмосфера. Но они не могли объяснить ни откуда вода взялась в облаках, ни куда она затем девалась. Другие исследователи, приводя в пример гейзеры, доказывали, что воды излились из недр планеты и, охладившись, ушли в них же. Развершиеся небеса в рамках этой теории были эффектом вторичным. Подземные полости извергали кипящую воду, которая затем испарялась и проливалась дождем. И прежде чем мы рассмотрим обе теории подробнее, подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и напишите в комментариях, что вы думаете об этой теории. Обе версии имели слабые места. Если вода поступала сверху, грандиозные потоки, несущиеся с незатопленных еще возвышенностей к морям, должны были оставить следы, заметные даже тысячи лет спустя. Их искали и не нашли. Ударившие же со дна океанов фонтаны непременно погнали бы к берегам колоссальные приливные волны, а цунами уничтожили бы Ноев ковчег. Аргументы против второй версии были слабее, так что атмосферная гипотеза быстро теряла сторонников. Вопрос с ковчегом оставался нерешенным, но доводы в пользу второй теории геологи встречали на каждом шагу. Лишь могучие волны могли забросить высоко в горы раковины морских моллюсков и раскидать по всей Европе огромные валуны. Из того, как именно они были раскиданы, выходило, что вода поступала с севера. Где-то там подземные океаны прорвались наружу. Вероятно, считали ученые, от чудовищных волн Ноя спасли горные цепи. Оставалось проработать детали. Например, рассчитать скорость течения воды, способной нести валун размером с трехэтажный дом. Но результат каждый раз оказывался одинаковым. Так быть не могло. Наступающие, а затем отступающие воды потопа должны были оставить единообразный отпечаток на всей поверхности Земли. Натуралисты, изучающие отложения морских и речных наводнений, отлично представляли, как именно должны выглядеть геологические последствия потопа, и не находили ничего похожего. В итоге сначала сомнения возникли в точности библейского описания катастрофы, а потом и в реальности этого события. Впрочем, пытаясь постичь механизм потопа и обнаружить его следы, ученые совершили много открытий, изменивших представление о прошлом планеты. Изучая осадочные породы, геологи установили, что возраст Земли исчисляется миллиардами лет, а принесенные потопом валуны оказались следами покрывавшего Европу ледника. Недавно же ученые пришли к выводу, что потоп все же был, но он, естественно, не был всемирным. Доказательства потопа обнаружили лишь в прошлом веке при раскопках шумерского города Ур. Наводнение, по времени совпадающее с библейским, затопило только часть Месопотамии, что для современников, скорее всего, и считалось всемирным потопом. Желаете узнать больше? Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео и напишите в комментариях, на какую тему вы хотели бы увидеть следующее видео.